Ну, всем доброй ночи. Правда, для нас она не особо добрая. Я сегодня сказала, что я сняла кое-что у человека нехорошее. И вот у меня несколько дней были жуткие боли. Сегодня это скинула, ожила, но решила отдохнуть, поспать и набраться сил. Ну, не тут-то было. Проснулась от того, что возле алтаря богов стук. Сначала я подумала, что это просто сон. Но поскольку я знаю, не впервой, не первый год замужем, не обратила внимания, легла обратно. Стук продолжился. Минут 5 с открытыми глазами наблюдала за этим стуком, он замолчал. Решила уснуть. Снова меня разбудил стук. Схватила камеру, чтобы снять, и он заткнулся. Теперь началась ходьба по дому. Пошла на кухню, накричала на него. Только выключила свет, отвернулась, значит, загремело что-то на кухне. Может быть, во время съемок вы услышите несколько раз его присутствие. Вообще он там обычно не скребутся, ходят, знаете, так, что-то там делают. Вот. Они так проявляют. Что делать в этой ситуации вообще? Ну, в принципе, для простого человека это шок и страх. Для нас это обычное дело, издержки профессии. Мы как-то, скажем так, не шокируемся. Мы спокойно к этому относимся, хотя мало приятного. Хотя на нервы действует. Такое ощущение, как специально тебя злят. Абсолютно не проявляйте страх, потому что страх их питает и усиливает. Полное спокойствие. И самое главное показать, что ты здесь хозяйка, не он. Не он будет решать, как здесь вообще обитать и прочее. Видимо, заблудился. Ну, не некий дух, потому что я снимаю с людей не очень веселые вещи, поэтому понятное дело, что с ними приходят и определенные силы, которых я снимаю с людей, да. И понятное дело, что им не нравится, когда их как бы отрезают от человека, и он перестает питаться. Мы, по сути, лишаем его питания. И где-то он приходит нам мстить. Да, такое есть тоже. Единственное, что Пуся смотрит в одну точку со страхом. Но ничего, пусть перетерпи. Он скоро уйдет. Не бойся. Смотрит на меня. Ну что он нам сделает? Он нам ничего не сделает. Он ничего не сможет сделать. Сможет, конечно, но не нам. Слышал, да? Не скреби здесь. Не пугай Пусю. Ну уж раз уж мне не дает спать, я решила снять видео. Если помните, мы как-то с вами беседовали о духах, о встречах с духами, чем это чревато, что происходит. Мне кажется, я столько всего вам объяснила и сказала. Кстати, для новичков у меня много каналов. Есть, например, архив ведьминой избы. Эти каналы открыли люди в свое время, чтобы мои ролики не пропали, поскольку сливали часто мой канал. И у меня там есть много бесед. И те рассказы, которые вы как бы написали под этими роликами, встречи с духами и прочее, это все войдут в мои новые книги, как я вам обещала. Мы это все как бы взяли отдельно, сохранили, и в новых книгах они будут выходить, естественно, по той тематике, понятное дело. Вот успокоился, пусть, видишь?
Да не бойся, ну. Не бойся. Все хорошо. Ходьба была сильнее, но я накричала, встала. Обычно я когда встаю и говорю, пошли вы уже отсюда, спать не дают ни днем, ни ночью. Вообще, очень редкость в последние годы такое, потому что силы, с которыми я имею дело, с которыми я работаю, они всегда стараются, чтобы я отдохнула, они мне не мешают. Они не для того призваны, чтобы мне мешать или запугивать специально, или нервировать. Нет. Это силы, которые отчасти мне служат, силы, которые отчасти мне помогают. Различные есть силы, понимаете? Какие-то силы нам даны для служения, какие-то силы нам даны для помощи. Каким-то мы обращаем с почитанием, с просьбой. Я об этом тоже рассказывала, если помните. Боги, силы, духи, души, сущности. И вот там есть иерархия сил, которые нам служат и которым мы служим. И поэтому эти силы, они предоставляют определенных сущностей для того, чтобы они нам служили, в служении нам. Но есть силы, которые нам помогают, и они никогда не будут нам служить, и мы не вправе требовать с них служения. Вот. Есть силы, которым мы поклоняемся, это силы богов, и они и сами боги, скажем так. Но есть, естественно, бродячие силы, есть силы, которые ты снимаешь, вытаскиваешь от людей. Смотрите, обратите внимание. Пошел проверять. И эти силы, им неприятно, что ты снимаешь их с людей, да, они перестают их есть, они же питаются людьми, эмоциями людей, страхами людей. И, естественно, они начинают мстить. Они приходят, начинают мешать тебе спать и прочее. Ушел, пусть ушел. Или замолчал. Да? Мне бы хотелось услышать, вы сталкивались с такими силами? Я уверена, что да. Многие из вас слышали, как их позвали сзади. Многие из вас чувствовали касание. Относитесь к этому спокойно, дорогие люди, потому что мир полон духов. Их намного больше, чем живых людей. Их миллиарды. И они окружают каждого из нас. Они живут в тех местах, где мы обитаем. Многие из нас до своего рождения, своей жизни были душами, которые породили. Откуда, например, у нас есть определенные моменты в жизни, когда нам кажется, что мы здесь были. Я, например, ну вот. Слышите, да? Вот послушайте. Страха нет. Совершенно, я вам скажу. Есть любопытство даже, интерес. Что дальше будет? Ну давай, раз начал. Но если ты и завтра мне не дашь спать, я тебя здесь придушу, ей-богу. Он тут ходит, то здесь там шкребет, то на кухне какие-то звуки издает, потом опять идет сюда.
Мне почему-то в полудреме показалось, что Пуся ходит. Хотя редко он так по ночам ходит, он обычно спит рядом. Думаю, ну ладно, ходит, может быть, пить захотелось. Обнаглел, да, наш дух Пусек? Обнаглел. Дело в том, что у животных это открытое видение, они это видят. Ну вот наблюдайте за ним. Куда он смотрит? Чего? Иди, если боишься, иди сюда. Ой. Иди, мой хороший, не бойся. Ну чего ты так пугаешься, Пусть? Кто он здесь такой? Мы же тут хозяева, правильно? Воюем. Ну, сволота, ты моего Пусю напугал. Я тебе это не прощу. Все, лежи со мной рядом, не бойся. Вот. Эти рассказы были у меня под роликами, очень интересные рассказы, между прочим, столкновение с силами. Иногда они являлись в виде собаки, иногда бывало, что двери открывались, закрывались, ну, всякое, да. От средних таких моментов до очень сильных моментов. И вот очень интересные были рассказы, которые мы сохранили. И я, когда издам следующую книгу, касаемо именно потусторонней силы, там будут ваши рассказы. Но если у вас есть еще рассказы интересные для, например, новых наших подписчиков или у новых подписчиков, я бы хотела услышать под этим роликом, можете написать. Нам будет интересно это все прочитать, тем более, что мы сегодня с Пусей воюем с некой силой, которая непонятно откуда. Да нет, понятно, конечно. То есть по какому праву здесь хозяйничает, ходит. Да, Пусек? Он забился здесь и закрылся. Ну вот еще раз пикни ты там. И ты посмотришь, как я тебя отсюда выкину. Да, пусть? Еще не хватало здесь тут кого-то терпеть. В древние времена люди боялись ходить вглубь леса. Говорили, что оттуда слышны определенные звуки, песни, танцы. Люди, которые заблудились, например, они потом рассказывали очень страшные вещи. Люди, которые забрели на кладбище, и так получилось, что там остались, что-то там с ними случилось. Многие люди долго не приходили в себя. Многие люди теряли разум. Многие люди не хотели рассказывать ничего. Видимо, запрет какой-то стоял. Потому что у потустороннего мира есть свои законы. И согласно этим законам мы не имеем права особо открывать и разглашать эти тайны, понимаете? Именно поэтому отнимался разум у человека. Или человек не имел, или человек боялся рассказывать. Или, может быть, человеку стоял запрет, может, его предупредили во сне, или там предупредили и так далее. Что если он это сделает, то ему не сдобровать. Потому что мир духов очень ревностно хранит свои тайны. Если бы мы знали, что нас ждет там, мы бы по-другому жили.
Но это неинтересно, да? Нужно, чтобы человек искренне хотел быть человеком, а не потому, что боялся чего-либо. Когда людей пугает адом и раем, мне неприятно, потому что я считаю, что верить в высшее я, там, в того же Бога или вселенский разум и быть хорошим человеком, это должно быть внутри человека, желание человека, а не потому, что он ужасно боится адских мук или очень хочет райского наслаждения. Он должен это делать, потому что ему хочется быть человеком, хорошим человеком, а не потому, что ему что-то обещают за это, понимаете? Заманивают какими-то подарками там, на небесах. Вот. Ну, хватит, Пусек. Хватит, все хорошо. Напишите, дорогие друзья, под роликом ваши интересные рассказы. Было бы интересно послушать. А сейчас я отдохну, потому что я сегодня пыталась набраться сил. Вот, мне не дали, конечно, помешали, но это мне не помешает отдыхать. Я сейчас снова лягу, посплю, потому что мне сегодня нужно действительно набраться сил. После таких адских болей, несколько дней, которые я переняла у человека, скинула, но организм уставший, замучился. И надо привести себя в порядок. Нам никакие духи не помеха. Поверьте мне, я и не такое видела и слышала. Более страшные были моменты в жизни. Я к этому всему привыкла. Но мне бы хотелось услышать ваши рассказы. Может быть, тогда мой дух успокоится, когда услышит, что к нему есть какое-то внимание. Но он вообще обнаглел, пусть. Я сейчас им займусь, не переживай. Не бойся, Пусек. Чего? Не бойся. Вот такой коротенький рассказ о нашем непонятном, незваном госте. Жду ваших рассказов под роликом. Я думаю, что всем будет интересно услышать. Всем удачи и до связи.